Здравствуйте, дорогие друзья! Я Марина Николаева, и мы продолжаем обсуждать на наших встречах эмоции и стресс. Как научиться управлять своими эмоциями, повысить стрессоустойчивость. Для этого нам нужно понимать, да, что такое психическое и физическое здоровье, потому что эмоции и стресс– это базовые понятия для психического и физического здоровья. Что же такое болезнь? Да? Болезни с точки зрения официального определения Всемирной организации здравоохранения– это нарушение нормальной жизнедеятельности и работоспособности человека. Да? В результате нарушения способности личности адаптироваться к постоянно меняющимся условиям внешней среды. И болезнь возникает всегда сначала как нарушение психологического здоровья, а потом уже телесного. И это нам очень важно понимать. То есть сначала у нас всегда реагирует на происходящее наша психика, и потом реагирует тело. И человек входит в состояние эмоционального перегруза и хронического стресса. Да. Почему у нас главный вопрос? Почему наша психика среагировала на то, что происходит именно вот таким образом, и у нас возникло так много эмоций по поводу происходящего? И нам важно понимать тоже будет, что такое адаптация на самом деле к тому, что происходит вокруг. Потому что адаптация нашего поведения к тому, что происходит во внешней среде, это база понятия стрессоустойчивости. Стрессоустойчивость– это умение адаптироваться. И адаптация– это будет важное для нас понятие. Давайте посмотрим, что такое психологическое здоровье. Потому что психологическое здоровье, как я уже сказала, и это очень важно, это принять к сведению, это понять, психологическое здоровье– это база здоровья физического и самоощущения человека, в принципе, как он ощущает себя в этой жизни, да, удовлетворен он своей жизнью или нет. И есть такие понятия, как уровни психологического здоровья. Давайте посмотрим высший уровень психологического здоровья. Это творческий, то есть креативный подход к жизни. В гештальт-терапии это называют творческое приспособление к жизни. Такие люди имеют устойчивую адаптацию к внешней среде, и у них есть резерв их жизненных сил, ресурса для преодоления стрессовых ситуаций, то есть у них высокая стрессоустойчивость. А что это значит? Это активное, творческое, созидательное отношение к жизни, к действительности. И такие люди на самом деле редко болеют реальными заболеваниями и физическими, и психическими. Быстро выздоравливают, если даже они заболевают. И чаще всего такие люди не нуждаются в психологической помощи, потому что они умеют сами справляться с тем, что происходит в жизни. И вот это активное, творческое, созидательное отношение– это на самом деле умение понимать, что происходит со мной, что происходит в ситуации, которая происходит прямо сейчас, как я вижу других людей, и умение принимать решения, не исходя из каких-то жестких представлений о том, как надо и как правильно, а именно исходя из того, какое эффективное решение будет в этой ситуации сейчас для меня лучше. И на самом деле, когда у нас есть эмоциональные вспышки, когда нами владеют эмоции, мы не можем принять эффективное решение, потому что на основании эмоций эффективное решение не принимается. Нам нужно здесь и голова, нам нужно анализ, нам нужно четкое понимание, трезвое понимание того, что происходит, и трезвое понимание, почему у меня сейчас такая реакция, почему у меня сейчас такие чувства и эмоции, чем это вызвано. Это, собственно, этот анализ или самоанализ, это и есть база для повышения стрессоустойчивости и для того, чтобы мы чувствовали в жизни себя хорошо. То есть люди, настроенные только на голову, это тоже перекос, да, когда человек постоянно жует свои мысли, так называемая мысленная жвачка, да, постоянно думает, а что если, а вот если, а надо было сделать вот так, или что будет, если я сделаю вот так, прогнозирует катастрофы, то есть он загружен мыслями. Есть люди, которые загружены чувствами, да, они постоянно в переживаниях, ими владеют чувства, и по факту они управляют их жизнью. И тот, и другой вариант– это не адаптация, это перекос. Мы принимаем решение как на весах. Да, у нас есть чувства, конечно, у нас есть чувства, мы люди живые, мы реагируем на то, что происходит, и у нас есть анализ, да, что происходит, со мной происходит, что происходит в ситуации, что хотят другие люди, и мы умеем принять решение. Не правильное решение, а адаптивное решение.
есть эффективное решение именно для меня, для того, кто принимает решение. Давайте посмотрим средний уровень психологического здоровья. В целом это ближе к адаптивному уровню, то есть люди с устойчивой адаптацией, но у них уже есть несколько повышенная тревожность. То есть тревожность как состояние, тревожность мы не называем чувством или эмоцией, тревожность мы называем состоянием, да и, как правило, человек плохо понимает, по какому поводу он тревожится, но тревожность им владеет. Да? Он может тревожиться по поводу всего, что происходит в его жизни, или по поводу каких-то отдельных ситуаций, или позиций, или отношений. Но наличие тревожности уже говорит, что это средний уровень психологического здоровья. И, конечно, люди с тревожностью, с повышенной тревожностью относятся к группе риска возникновения заболеваний, потому что у них нет запаса прочности, потому что повышенная тревожность заставляет держаться их все время в напряжении, и психика их находится в напряжении, соответственно, тело, организм находится в напряжении. И отсюда у нас возникают все психосоматические расстройства организма, то есть это база психосоматики, то, что у нас нами владеют чувства, приводящие нас в напряжение, а слово «стресс» на самом деле переводится как напряжение, давление, и человек, находящийся в постоянном напряжении психологически и физически, конечно, находится в группе риска заболеваний, потому что и у психики, и у организма есть ресурс прочности, есть запас, но этот запас рано или поздно заканчивается. Такие люди нуждаются в психологической работе, и действительно это дает хорошие результаты, потому что помогает человеку разобраться в себе. То есть в первую очередь контроль над эмоциями. Нам нужно понимать, что контролировать. Нам нужно понимать, чем управлять. И в первую очередь мы разбираемся с эмоциями. Что человек чувствует, почему именно это чувство, и почему именно это чувство именно в этой ситуации. И мы ищем базовые неадаптивное убеждение, которое заставляет человека чувствовать это расхождение между тем, что он ожидает, и тем, что он реально получает. И это действительно база всей психологической работы, любого психологического направления, помочь человеку разобраться в себе. И без этого разбора, без ясного понимания, что со мной происходит, невозможно научиться управлять своими эмоциями. Да? Чтобы научиться чем-то управлять, надо сначала понимать, чем мы управляем, да? Что это такое. И у нас есть нижний уровень, низкий уровень психологического здоровья, это уровень дезадаптивный. Да? И кто такие люди, про которых мы можем сказать, что они имеют низкий уровень психологического здоровья? И такие люди используют два основных метода для своей жизни. Они именно или стремятся приспособиться к внешним обстоятельствам в ущерб своим желаниям и возможностям, то есть полностью все время они под кого-то подстраиваются, они очень зависят от мнения окружающих, соответственно, они не имеют своего мнения или не решаются его высказать, потому что все время идет подстройка под внешнюю среду. Или полярная позиция выбора поведения, как агрессивно-наступательная, чтобы подчинить других людей своим потребностям, своим желаниям и сделать так, как им кажется правильным, как им хочется, да, и идет продвигание своей позиции. Ни тот, ни другой метод не адаптивен, считается максимально дезадаптивным. То есть люди не имеют гибкости, да, в подстройке к ситуации, происходящей прямо сейчас, они имеют некоторые жесткие наборы убеждений, как надо, как правильно, хорошо, плохо. И, соответственно, исходя из этих систем, они стараются эти системы навязать другим людям. Или если в их системе прописано, да, в их программе, что они, в общем-то, ничего из себя не представляют, и самооценка низкая, плохо понимают себя, считают свое мнение каким-то не очень, да, что это мнение проигрывает окружающим, что окружающие тогда отвергнут их, если они будут продвигать свою позицию, и они уходят в позицию так называемой жертвы, то есть жертвы обстоятельств других людей, и постоянно находятся в подчиняющейся зависимой позиции. И этот уровень самый высокий фактор для риска заболеваний физических и расстройств психики, конечно, тоже. Здесь очень много эмоций, здесь постоянный хронический стресс, который может продолжаться годами, очень много
переживаний, и на самом деле достаточно сложные люди для психологической работы. Почему? Потому что такие люди не стремятся к личностному росту, к разбору в себе. Они считают, что все проблемы находятся не в них, а в окружающих, и надо изменить окружающих. То есть даже приходя к психологу, такие люди требуют изменить окружающих, исправить их поведение, объяснить им что-то, что они делают что-то неправильно. И они достаточно редко готовы к работе над собой, чтобы что-то изменить в себе. Для них эта позиция неприемлемая. Что мне хочется сказать, да, в этом видеоуроке? Посмотрите эти уровни психологического здоровья, попробуйте отнести себя к какому-нибудь из этих уровней, исходя из своей субъективной оценки себя, своего состояния. Как вы относитесь к жизни, к окружающим, какую позицию чаще всего вы выбираете, чтобы подстроиться или как-то подстроить внешний мир под себя. И посмотрите еще вот такой вариант, да, психологического здоровья, его описание. Посмотрите на эти позиции. Это такой маленький тест, который вы можете пройти. Что такое психологическое здоровье в принципе в норме, если употреблять это слово, адаптивное состояние человека. Это осознавание своего я, своей уникальности, умение различать реакции на внешние события, умение адекватно реагировать на происходящее, умение принимать решения самостоятельно и нести ответственность за полученный результат, умение управлять своим поведением и менять его в зависимости от жизненных ситуаций. Это и есть гибкость, умение понимать свои собственные желания, ставить свои собственные цели и реализовывать их, умение адаптироваться в социуме и при этом не потерять себя. То есть здесь речь идет о границах личности. И все эти понятия кажутся, может быть, сложными, но на самом деле это абсолютно не сложно. Вот сейчас в этом маленьком тесте для психологического здоровья вы можете просмотреть и честно самому себе сказать, да, в какой позиции вы чувствуете себя более уверенно, в какой позиции вы понимаете, что у вас здесь есть зона развития. То есть мы не называем какие-то проблемы, да, в своей жизни, недовольство собой или недовольство от жизни, мы не называем проблемами, да, мы называем зонами роста. Это зоны, если мы чем-то недовольны в своей жизни, мы понимаем где-то себя или других людей, мы называем это зоной развития. Значит, здесь нам нужно немножко поработать, чтобы разобраться в этом вопросе. И вы можете сделать такой тест, он называется тест Томаса. Это на стратегии поведения человека в конфликтах. Он тоже есть на нашем сайте lifepsyacademia.com. И посмотреть, какие стратегии в жизни вы используете чаще всего. И это важно. Но прежде чем научиться управлять своими эмоциями и повысить свою стрессоустойчивость, нам нужно понимать себя. На самом деле это вопрос самооценки. Вопрос самооценки, как я себя оцениваю, понимаю ли я себя, да, насколько хорошо я себя понимаю ли я свои реакции, понимаю ли я, почему я сейчас испытываю именно это чувство. И это нам нужно для того, чтобы научиться управлять по факту своей жизнью.